Полуночная газета. Автор рассказа Midnight Paper. Сегодня утром меня снова разбудили около 3 часов ночи. Это происходит все чаще и чаще. Иногда это звук чьего-то крика, иногда это грохот в земле. На этот раз причиной моего подъема стал слабый запах дыма. Когда я открыл глаза, то увидел красные и оранжевые цвета в окне. Огонь! Я выбежал на улицу и увидел их. С десяток людей, идущих по прямой, держащихся за руки, которых вел за собой мужчина. Все они были в огне. Они не кричали и не выглядели так, словно им больно. Они почти небрежно шли по дороге и исчезли в одном из домов внизу улицы. Я не знаю, почему дом тут же не вспыхнул, и я не знаю, почему огонь, которым они были охвачены, горел так равномерно, не разгораясь и не поедая их тела. Я весь покрылся холодным потом. Огонь был так близко, хоть он и угрожал вовсе не мне. Возможность, что когда-то и я могу так вспыхнуть, была слишком реальной. Я провел в душе, казалось, несколько часов, обливаясь холодной водой. Район меняется. Каждую ночь бог знает, сколько людей получают полуночную газету, и она делает что-то страшное. Если бы только я мог прочитать газеты, если бы только я мог поговорить с людьми, которые их получают, и объяснить им, что происходит. Я стучал в двери, но никто мне не открывает, хотя я знаю, что по ту сторону двери точно есть люди. Я пытался заговорить с кем-то во время их утренних пробежек, но они тут же бежали в другую сторону. Я начинаю чувствовать себя местным психом. Я сидел дома, почти не спал и обшаривал интернет в поисках каких-нибудь сверхъестественных новостей. Я застрял в трясине, отрезанный от происходящего и не способный чем-либо помочь. Все, что у меня есть, это дневник моего отца. И это его следующая запись. В районе 12 часов ночи я сидел за своим компьютером, обновляя страницу поиска Google каждые несколько секунд. Я знаю, что, учитывая прошлые разы, статья, которую я прочитал, воплотится в реальность через неделю после ее публикации. И это должно случиться сегодня. Все это до сих пор кажется мне нереальным, даже если я сам это все пережил. Мысль о том, что газета может создавать события, которые охватывают несколько месяцев, и все, кроме меня, поверят, что они реальны и даже запомнят их, ужасает меня так, что не хватает слов, чтобы это описать. Я еще раз нажал «Обновить», и вот оно. Новость об автобусной остановке, подвергшейся нападению вандала, стала реальной. Некоторые статьи были написаны 4 месяца назад. Как бы я хотел, чтобы газета попала в руки кому-то, кто умнее меня, например, физику или любому другому человеку, кто смог бы сформулировать теории о том, как все это происходит и как это остановить. Но я не такой. Я просто старик, смотрящий на что-то, чего он никогда не сможет понять. Желающий остановить все это, словно ребенок, который видит по новостям войну, хочет, чтобы она закончилась, но ничего не может для этого сделать. Я продолжал читать статьи об автобусной остановке. Согласно им, она находилась где-то в получасе езды от моего дома. В них же я и нашел фотографии. Жестокое граффити, описанное в газете, действительно было похоже на произведение искусства эпохи Возрождения, нарисованное на тротуаре и переходящее на саму остановку. Само изображение было ужасающим, апокалиптическим, страшным. Место казалось мне таким знакомым, хотя до статьи в газете я никогда не слышал о нем и тем более не видел. Я вгляделся внимательнее и понял, что граффити мне знакомо. В статье говорилось, что в нем есть изображение солдатов, и это действительно было так. Там, занимая большую часть скамейки на автобусной остановке, была группа мужчин в оливково-зеленой военной форме времен Вьетнамской войны. В середине был кто-то подозрительно похожий на Тая, а рядом с ним кто-то, кто выглядел точно так же, как я. Вот тогда-то меня и осенило. Эта автобусная остановка, фотографии которой я смотрел, была той же самой остановкой, которую я часто использовал после того, как вернулся с войны. Я тогда ходил на курсы машинописи. Мой отец говорил, что они пригодятся, когда я буду искать работу. На этой остановке я и встретил твою маму. Игрушки армейца, сделанные по образу американских солдат во Вьетнаме, автобусная остановка, где я познакомился с Лили. Газета использовала моменты из моего прошлого, чтобы причинять людям боль. И еще один укол, еще один способ насолить старику, который и так лишился всего. Что же еще из моей жизни она готова использовать в качестве вдохновения? Чем еще газета может навредить людям? Я выбежал через входную дверь, перешагнув через сверток черной газеты, лежавшей на преддверном коврике, даже не взглянув на него. Я бежал всю дорогу.
Я знал, что на машине добрался бы быстрее, но мне нужно было остудить голову и придумать, что делать дальше. Я бежал больше часа, но все еще не мог ни о чем думать, кроме кипящей ненависти. Мой разум не допускал ни единой другой мысли, не говоря уже о поиске стратегии. Наконец, я добрался до автобусной остановки, но заметил патрульную машину, припаркованную на другой стороне улицы. Я читал статью и знал, что за остановкой следит полиция в надежде заметить любых подозрительных личностей, и я, потный от бега, задыхающийся как сумасшедший, определенно соответствовал этому описанию. Тем не менее, со своего места я достаточно хорошо мог разглядеть автобусную остановку, наполовину погруженную во мрак и наполовину освещенную уличным фонарем. Именно на ней много лет назад я встретил Лили. Она сама заговорила со мной и была первым человеком за много месяцев, кто заметил меня. По какой-то причине эта красивая, добрая и терпеливая женщина решила подойти ко мне. Она спасла мне жизнь, а я в ответ погубил ее. Полуночная газета не нашла бы ее, если бы не я. В глубине души я знаю это, и эта автобусная остановка – то место, где все пошло не так, где доброта Лили направила ее по пути, который в конечном итоге… Мне нужно было подойти ближе. Может быть, службы что-то упустили, какую-нибудь деталь на стенах, какое-нибудь пятнышко краски, что-то, что могло бы дать мне ключ к разгадке. Я подбежал к автобусной остановке, мое сердце колотилось, как артиллерийский снаряд. Я не знал, где искать, поэтому искал везде. На крыше автобусной остановки, в углах, на тротуаре, вокруг нее. Я даже лег и посмотрел на нижнюю часть скамейки. Ничего. Никаких следов. Все было убрано. Я услышал, как хлопнула дверца патрульной машины. Встав, я медленно повернулся и увидел, что на другой стороне улицы теперь стоят двое полицейских, что-то бормоча друг другу и время от времени поглядывая на меня. Как только я начал возвращаться домой, я увидел это. Темная фигура, стоящая на перекрестке справа от меня. Она была далеко, под тусклым светом уличных фонарей, но выглядела как странно подергивающийся человек, покрытый смолой. Поэтому я бросился за ним, а вслед услышал крики офицеров и топот их ног, которые спешили нагнать меня. Я завернул за угол, и фигура исчезла. Дорога была длинной и широкой, вокруг не было ни переулков, ни близлежащих улиц. Где мог бы скрыться этот человек? Он просто растворился. Вскоре ко мне подбежали два офицера. Они вкратце рассказали мне о том, что творится на остановке, как будто я и сам этого не знал. Затем они попросили мое удостоверение личности и записали, как я полагаю, мое имя и адрес. Здорово. Теперь я стал подозреваемым по делу о вандализме. К тому времени, как я вернулся домой, было почти 2 часа ночи. Газета все еще лежала на крыльце. Черт возьми, мне уже было нечего терять. А в статье мог скрываться еще один кусочек головоломки, который мог привести к тому человеку в смоле. Я развязал бечевку, сел на крыльцо и начал читать полуночную газету прямо под светом уличных фонарей. Опасный номер для новобрачных. Серия инцидентов с молодоженами привела к судебному разбирательству. Lake Lode – это международная сеть отелей с одноименно доступными, но очень роскошными комфортабельными номерами. До недавних странных происшествий поисковый запрос об отеле Lake Lode выдавал только ссылки с онлайн-бронированием, отзывами, профилями в соцсетях и официальными веб-страницами отеля. Однако сейчас к предыдущим ссылкам добавились упоминания мистических событий, происходящих на территории отеля, видеодоказательства преступлений, а также серия видеорепортажей и документальных фильмов, рассказывающих теории, которые могли бы объяснить странные явления. Это черная полоса в работе компании и, безусловно, удар по их репутации, но это ничто по сравнению с той болью и тем горем, что испытывают семьи тех, кто пострадал в инцидентах. Все началось со статьи в Daily Stars. Это небольшая газета, которая освещает местные события, которые обычно упускаются в крупных газетах штата. Статья, о которой идет речь, называлась «Пара была госпитализирована после первой брачной ночи». В ней журналист описал первый случай из серии подобных инцидентов, каждый из которых был связан с молодоженами, которые останавливались в номерах для новобрачных. Участниками первого происшествия стали Билл Хофф и Кара Хофф, единственная пара, чьи имена были раскрыты общественности. В этой первой статье автор рассказывает о событиях того рокового утра и предшествовавшей ему ночи. Билл и Кара Хофф праздновали свадьбу в одном из банкетных залов отеля. Вечеринка прошла отлично, жалоб со стороны гостей по поводу места проведения праздника не поступало. Важно отметить, что ни у кого из гостей свадьбы не было пищевого отравления или какой-либо аллергической реакции на еду и напитки, подаваемые на банкете.
Этот факт окажется решающим в опровержении нескольких теорий, которые возникли из-за последующего поведения молодоженов. В конце вечера молодожены попрощались с гостями и поднялись на лифте в свой номер для новобрачных. Они договорились позавтракать со своей семьей и друзьями на следующее утро. После этого они должны были отправиться в свой медовый месяц в несколько экзотических мест Азии. Но следующим утром они не появились на завтраке и также не отправились в медовый месяц. Прождав новобрачных почти 3 часа и отправив им десятки взволнованных сообщений, семьи молодоженов все же убедили персонал отеля отпереть дверь номера. То, что они обнаружили внутри, было поистине ужасным. Комната была разгромлена, окна были разбиты, в стенах зияли дыры от брошенных в них предметов мебели, телевизор был опрокинут и разбит. Казалось, будто каждый предмет в комнате был сломан или использовался в качестве оружия, а стены, полы и потолок были в пятнах еды, алкоголя и крови. Врачи скорой помощи и члены семьи обнаружили новобрачных в ужасе, прижимающихся друг к другу в ванной комнате. Они были живы, но впоследствии им пришлось пройти долгий путь реабилитации в психиатрическом отделении. Несколько месяцев спустя, после того, как серия подобных инцидентов была освещена в СМИ, пара выступила на пресс-конференции. К ним присоединились и родственники других молодоженов, которые пережили подобное. Это был первый раз, когда общественность услышала о той ужасной ночи из первых уст. «У нас все еще нет этому объяснения», — сказала Кара, выступая в роли представителя пары. Ее муж Билл, согласно имеющейся информации, все еще не хочет или не может выступать публично. Вечер прошел здорово. Потом где-то в полночь мы добрались до номера. Мы были так измотаны, что просто приняли душ и легли спать. Мы съели несколько шоколадок, точнее я съела, и мы оба выпили шампанское. Также мы пили воду из бутылок, что стояли возле телевизора. Все, что мы ели или пили в номере, входило в стоимость нашего люкса. Первоочередное упоминание о еде и напитках говорит о защитной стратегии семьи. Мы проснулись, как мне показалось, несколько часов спустя. Я не знаю, в 8, может быть, в 7 часов утра. Шторы были закрыты, так что в комнате было все еще темно, но когда я открыла их, то обнаружила, что снаружи тоже все еще темно. Вот тогда-то мы и взглянули на часы. В комнате были одни электронные часы, а они показывали 12 ночи. Мы подумали, что, возможно, ночью отключилось электричество, и их снова нужно настроить, но часы на всех наших устройствах также показывали 12 ночи. Вне зависимости от того, сколько времени, как нам казалось, проходило, стрелки часов не двигались с места. Всегда была полночь. Мы попытались открыть входную дверь, но она не поддавалась, словно она стала металлической дверью из банковского хранилища. Затем Кара пересказала все события, как она назвала, тех ужасных месяцев, что они провели в номере. Они с Биллом попытались вызвать помощь через свои телефоны, но у них не было сигнала, а стационарный телефон из номера издавал непрерывный сигнал «занято». «Даже Wi-Fi сеть отеля не находилась», — добавила девушка. У пары возникла идея стучать по стенам, чтобы их услышали соседи, но ответа так и не последовало. Билл даже бросил в стену стул и пытался отковырять его ножками часть штукатурки. За ней было что-то металлическое, белого цвета, и как бы мы ни старались, нам не удалось пробить в стене дыру. За окном было натянуто какое-то полотно, вроде черного брезента, которое мы никак не могли прорезать. Руководство и персонал отеля ни металла в стенах, ни брезента за окнами не обнаружили. Однако они подтвердили, что номера по обе стороны от номера для новобрачных в то время были свободны. Когда они проголодались, то взяли еду из мини-бара, а затем распределили остатки, чтобы их хватило на дольше. К счастью, в кране была проточная вода, так что пара могла набирать воду в бутылке. Это продолжалось месяцами, заявила супруга. Я знаю, это кажется невозможным, но именно так все и казалось. Словно так оно и было. Это было так реально, что мы и сейчас ощущаем себя так, словно провели там месяцы. Мы хотим уточнить, что мы не утверждаем, что нас удерживали в отеле месяцами, мы просто предполагаем, что что-то, предоставленное нам отелем, повлияло на нас именно таким образом. Вся эта ситуация надолго нарушила наше восприятие жизни, и отель ответственен за нанесение нам большой психологической травмы. В какой-то момент, когда еда в мини-холодильнике закончилась, пара обнаружила, что ее каким-то образом пополнили. Мы думали, что кто-то вошел в комнату, пока мы спали, но мы бы точно услышали. Этого я тоже не могу объяснить. Нам сказали, что в комнате нашли обертки, в основном от шоколадных конфет и батончиков мюсли, но они все были в том количестве, что и изначально. Никаких признаков того, что мини-холодильник наполняли снова.
Но мы точно помним, что несколько раз еда заканчивалась, а потом снова появлялась в мини-баре. Молодожены сообщили и о других странностях. У нас не выросли волосы. Борода моего мужа осталась такой же, как и в день свадьбы, как и волосы. За все это время волосы на наших телах и головах не отросли ни на сантиметр. Вот что с нами произошло. По крайней мере, для нас это выглядело так. После того, что казалось несколькими месяцами изоляции, Билл захотел покончить с собой. Кара согласилась с ним, и пара попыталась нанести себе увечья осколками стекла. Однако Кара теперь считает, что на самом деле они не причинили себе вреда. Мы подумали, что все уже случилось, и вместе легли в ванную, ожидая конца. Именно тогда дверь открылась, и нас нашли наши родные и сотрудники скорой помощи. Теперь мы осознаем, что на самом деле мы никоим образом не причинили себе вреда. Но мы по-прежнему возлагаем на отель ответственность за возникшее желание покончить с нашими собственными жизнями, а также за огромное эмоциональное, моральное и физическое потрясение, которое мы пережили. Сами молодожены и их адвокат предполагают, что в еде или напитках, которые предоставил отель, могли оказаться галлюциногены. Тот факт, что ни у одного другого гостя отеля не было тяжелого психотического эпизода, связанного со зрительными или слуховыми галлюцинациями, по мнению адвокатов пострадавших семей, не имеет значения. Они утверждают, что ели только то, что было приготовлено персоналом отеля. Кадры, которые нам предоставил видеограф, представленный к молодоженам на свадьбе, подтверждают, что молодые люди пили только то, что им наливали официанты. Представители отеля утверждают, что, возможно, пострадавшие сами съели какой-то препарат или что-то было подсыпано им в еду другим гостям, но мы с этим утверждением не согласны. Чтобы не вызвало такую реакцию, оно было невероятно сильнодействующим, и одной дозы было бы недостаточно, чтобы у наших клиентов появилось подобное психическое расстройство. Мы полагаем, что кто-то из персонала отеля в течение всего дня добавлял что-то в еду и напитки супругов. Заявление адвокатов отеля о том, что никаких доказательств наличия галлюциногена нет, на данный момент преждевременно. Мы не утверждаем, что точно знаем, чем именно отравили наших клиентов. Возможно, этот препарат еще просто не идентифицирован. Дело в том, что мы обнаружили еще 4 пары, которые также останавливались в этом отеле и также испытывали одинаковые зрительные, слуховые и пространственные галлюцинации. Мы считаем, что это не совпадение и что общим фактором, очевидно, является отель. Более конкретно, номер для новобрачных и еда, которую подавали этим парам. Адвокаты, однако, не выяснили мотив, по которому кто-то из персонала отеля подсыпал парам галлюциноген. «Мы считаем, что мотив не имеет значения», — заявила команда адвокатов. «Сейчас необходимо привлечь сеть к ответственности, прежде чем это повторится вновь». На самом деле, подобный инцидент произошел еще с 3 парами в этой же сети отелей, в этом же номере для новобрачных, но в других городах. Пары, с которыми случился этот эпизод, описали один и тот же причудливый набор обстоятельств. Запертая дверь, часы, показывающие только полночь, непробиваемые металлические стены и брезент за окнами, отсутствие телефонного сигнала и постоянно пополняющийся мини-холодильник. Многие предполагают, что пары изначально задумали подать в суд на отель, чтобы получить компенсации, однако они сами уже потратили миллионы на адвокатов. Также все пары долгое время страдали от психологических расстройств, появившихся после ночи в отеле. «Если они играют, — заявил один из медицинских экспертов, — то они актеры, достойные Оскара. Мы зафиксировали у них свидетельство получения тяжелых психологических травм, а у некоторых до сих пор проявляются признаки посттравматического синдрома. Родные пострадавших также заявили, что психологические расстройства некоторых пострадавших длились почти год. Какова бы ни была причина страданий этих 4 пар, факт наличия травмы и ее последствия очевидны даже для людей, не имеющих медицинского образования. Мы надеемся, что пострадавшие смогут получить помощь, необходимую им для возвращения к нормальной жизни». Что-то в статье сразу бросилось мне в глаза. Молодожены застряли в номере для новобрачных, где всегда была полночь. Это должно что-то значить. Пресс-конференция должна состояться где-то на следующей неделе, а информация об инциденте должна появиться в интернете после полуночи. После этого я смогу узнать название сети отелей и изучу все более внимательно. Но меня беспокоит еще кое-что. Игрушки, созданные по нашему подобию. Автобусная остановка, где я встретил Лили, а теперь номер для новобрачных, как тот, в котором мы с ней провели нашу первую брачную ночь. Полуночная газета просто издевается надо мной, и я точно знаю это и собираюсь выяснить, почему. Я открыл входную дверь, зашел в дом и даже в темноте сразу понял, что что-то не так. Казалось, будто в доме не хватает воздуха, словно кто-то наполнил его чем-то до самых краев. Я включил свет и увидел их.
коробки. Кучи коробок, которые громоздились на каждой поверхности, на полу, на столах, на диване и на каждом стуле. Одна лежала у моих ног, поэтому я наклонился и поднял ее. Это была игрушка, упакованная в красочную картонную коробку с прозрачным пластиковым окошком. Армеец. А вокруг, разбросанные тут и там, словно странное конфетти, валялись магазинные чеки. Спасибо, что остаетесь со мной. Скоро я опубликую новую запись.